Привет, дорогие друзья! Сегодня с вами снова я, Трофимов Александр, педагог по графическому дизайну по стандартам WorldSkill. Сегодня мы с вами поговорим про плашечные и триадные цвета. Что это такое, с чем их едят и где их найти в системе Illustrator. В детстве каждый из нас рисовал. Я, когда учился на художника, любил рисовать акварельными красками. У меня были ленинградские, вот столько количества, 24 цвета. И используя и эти основные, еще получая другие методом смешивания, получалось огромное количество цветов. Я постоянно каждый раз думал, может быть и журналы, вот такие вот красивые, печатают таким количеством цветов, получая красивые полноцветные изображения. Я тогда залез под микроскоп и решил посмотреть, а из чего же выглядит, как же печатается журнал. Вот что я увидел. Как оказалось, изображение состоит из маленьких-маленьких точек. То есть чем больше таких точек на бумаге, тем качественнее изображение. Но обратите внимание, тут не так много цветов, как у меня в моей акварельной коробке. Тогда мне стало интересно, а как же так? Я тогда полез в интернет и стал изучать, почему на печать изображений в журналах требуется такое небольшое количество цветов. Да и сколько их вообще нужно? Как оказалось, требуется всего 4 цвета. Краску наносят на специальную плашку. Она печатает сначала одним цветом, потом добавляется второй цвет, далее третий и четвертый. И вот эти вот три основных цвета, синий, малиновый и желтый, позволяют получить картинки с потрясающей точностью, с потрясающей цветовой передачей. Так вот, такие цвета называются триадными, потому что они получаются из трех основных цветов. Это циан, синий, маджента, пурпурный, yellow, желтый и black, черный. А в целом это получается цмик, то есть триадные цвета по системе цмик. И эта система цмик, она обозначается везде, где требуется получить картинку для печати. Печати на бумаге, на специальной бумаге или на каких-то поверхностях. То есть всего в 4 цвета. А уж с какой скоростью получается печатать на профессиональной офсетной машине в 4 цвета, вы себе представить не можете. И давайте я вам сейчас покажу. Просто для разнообразия, чтобы было интересно, да и посмотреть. Вот с такой скоростью происходит печать. Видите? Такую стопку они, максимум за полчаса. А вот это непосредственно сама машина. Здесь у нас получается 4 основных цвета. Каждый блок — это основной цвет. Вот так вот машина печатает со своей нормальной рабочей скоростью. То есть, по идее, это совсем небольшой тираж. Вот заносят цвета. Как раз вот он, желтый цвет. Прям банками его туда лепят. Потом он раскатывается, помещается на печатную форму и там уже печатает. Вот, собственно, основные цвета. Желтый и так далее. Вот так вот выглядит эта машина. Как такой большой бронепоезд. Позволяет печатать тиражами 1000 просто за полчасика. Вот так вот происходит печать триадными цветами. Да и в принципе офсетной печатью 3, 4, 5, 7 цветов и так далее. Но бывает так, что получить нужный цвет путем смешения трех основных никак не получается. То он слишком темный, то слишком яркий, то насыщенность другая. Как быть в этом случае? И в этом случае наши великие умы нашли выход из положения. А применяется для этого веер Pantone. И вот как он выглядит. С помощью вот этого веера можно выбрать любой необходимый для нас цвет. Посмотрите, какое их количество. Их тут 1000. И при этом у каждого цвета имеется свое название по вееру Pantone. Как получаются такие цвета? Каждый цвет смешивают заранее из этих основных 4 цветов. Черный, желтый, пурпурный и синий. И когда они смешиваются, то помещаются в отдельную коробочку, допустим, вместо желтого или вместо красного цвета. После этого этой краской печатается какой-то основной элемент на нашем макете. И вот получение одного такого цвета, один такой цвет из 3, но заранее помещаемый, уже смешанный, называется плашечный.
Итак, мы выяснили, что у нас есть триадные цвета, это смесевые, и плашечные, которые уже смешаны заранее, это один цвет. Давайте для начала настроим нашу рабочую среду так, как нам было бы удобнее для того, чтобы я смог объяснить. Все наши палитры располагаются в меню «Окно». Находится оно вот здесь. Нажимаем и идем, проматываем вниз до палитры «Цвет» или клавиша F6. Она у нас сразу появилась вот здесь. От нажатия клавишей F6. Что происходит? Видите, еще разочек. F6. И появляется наша палитра. Нам ее нужно немножко доработать, чтобы мы могли работать с ней дальше. Нажимаем, у нас появляется новое меню, и «Показать параметры». Таким образом показывается текущий составной цвет в системе SMIC. Можно ее даже немножечко расширить, и тогда наши цвета будут еще более богаче, чтобы можно было выбрать. Это первое. Вторая палитра, которая нам понадобится – образцы. У нее клавиши нет. Ее можно настроить, но об этом чуть позже. Вот появилась наша палитра образцы. Вот так вот она выглядит. Зачем она, мы поймем чуть попозже. Ее точно так же можно перенести вот сюда, чтобы видеть сразу две панельки. А теперь давайте нарисуем какой-нибудь квадрат. Выбираем клавишу M. У нас автоматом выберется инструмент прямоугольник. Допустим, вот еще раз. Нажимаем M, выбирается прямоугольник. Вот. И рисуем какой-нибудь прямоугольник. Обратите внимание, если сейчас мы его закрасим, наш прямоугольник, в какой-нибудь цвет, то этот цвет сразу появляется. Вот он смесевой, триадный. Он появляется у нас в палитре «Цвет». А в палитре «Образцы» у нас не подсвечивается ни один цвет. Если мы, допустим, его покрасим красным, то он в палитре «Образцы» будет подсвечен. Вот обозначен SMIC красный, то есть смесевой, триадный. А здесь в палитре «Цвет» он будет вот в таких составляющих. Как же обозначаются плашечные цвета? Для плашечных цветов есть специальная палитра. Находится она, как и все наши палитры, в меню «Окно». Мы берем библиотеки образцов, каталоги цветов, Solid Coated. Давайте еще разочек. Меню «Окно». Идем в библиотеки образцов, каталоги цветов, Pantone Solid Coated. И нажимаем. И у нас появляется вот такая наша палитра. Давайте для удобства ее разместим вот сюда. Вот такое количество цветов у нас с вами появилось. Обратите внимание, что каждый цвет имеет точечку, то есть небольшой скос, белый треугольничек с точкой. И если мы наведем и остановим мышку, то он подсветит его название Pantone 7611C или Pantone 489C. Если мы наш прямоугольник выделим и окрасим какой-нибудь цвет по Pantone, смотрите, какое изменение произошло в палитре. Во-первых, в образцах появился новый цвет с точкой Pantone 7587C. А во-вторых, вот здесь в палитре «Цвет» появился новый цвет с названием 7587C. То есть таким образом в этих палитрах мы можем отследить, какого цвета наш объект. Допустим, я снова крашу какой-нибудь смесевой цвет.
циан. Соответственно, палитра цветов изменилась. Таким образом меняется. Если я крашу его обратно в плашечный, он сразу указывает Pantone 132C. Но по заданию в модуле 1 нам иногда нужно получить логотип одного цвета, но только состав разный. В одном случае это триадный цвет, а в другом случае плашечный. И визуально они не должны различаться. Как быть? В этом случае необходимо плашечный цвет конвертировать в триадный. И сейчас я покажу, как это сделать. Возьмем два прямоугольника. Скопируем. Пускай один у нас будет плашечный, Pantone 129C, и второй тоже будет плашечный, Pantone 129C. Теперь, чтобы они отличались, я конвертирую второй прямоугольник в триадные цвета. Для этого я просто нажму вот эту вот клавишу. Плашечные цвета. Все, теперь у меня триадный цвет. Хотя визуально они также не различаются. Отличие составляет только в цифровых значениях. Итак, подведем итоги. Теперь мы с вами знаем, что такое цмик, что такое Pantone, что такое пантонный веер, триадные и плашечные цвета. Также мы теперь знаем, где искать палитры цвет и палитры образцы. Мы также знаем, где теперь искать палитру плашечных цветов в системе Illustrator. И мы теперь можем назначать триадные и плашечные цвета объектом. А на сегодня у меня все. До новых встреч, друзья!